Всем привет, друзья! В сегодняшнем меню вареный замок для аквариума. Да-да, вы не ослышались. Я буду варить замок из цемента. Для чего и как я это буду делать, вы узнаете чуть позже. А пока подписывайтесь на канал и ставьте лайк, если вам понравилась моя работа. Все началось с неудачной попытки сделать трехэтажный замок для рыбок, склеив его термоклеем. К сожалению, как оказалось, термоклей держит плохо. Решил создать более прочный и долговечный. На этот раз получилась более объемная конструкция из 4 этажей. Задача была поставлена, чтобы у каждой рыбы из аквариума была своя ячейка. Все знают, что сомики любят темноту и пещерки. Для этого построил пещерку на первом этаже. Располагается она, как и вся конструкция, на листе пенопласта, на котором заранее вырезал элементы декора в виде ступенек и углубления под пещеру. В принципе, конструкция на пенопласте неплохо держится при небольшом условии, если накладывать побольше цемента. Желательно при этом сделать армирование, используя металлическую или пластмассовую сетку. Для того, чтобы сделать пещерку, использовал пластмассовую бутылку, залил все цементом и также сделал армирование из пластиковой строительной сетки. По мере высыхания необходимо бутылку вытянуть, так как цемент с пластмассом плохо держит. Но после того, как вытянул, наложил еще пару слоев, разумеется, после высыхания. Форму второго этажа придал все из той же бутылки пластиковой. Заранее вырезал 3 отверстия. Данный этаж будет как проходной. В планах сделать так, чтобы рыба проходила через отверстие этажа без каких-либо препятствий. Если нужно будет скрыться от дождя, всегда можно зависнуть внутри. В этом элементе замка бутылку пластмассовую пришлось оставить, так как в районе горлышка она сужается и вытянуть ее нет возможности. А значит, что необходимо наложить больше цемента и положить сетку, которая не будет давать трескаться конструкции, будет как монолит. Купить такую сетку не составит труда в строительных магазинах. В общем, 2-3 слоя, конструкция будет моща. Третий этаж немного сужается. Это что-то вроде чердака и балкона в одном флаконе. Вытянуть балкон получилось путем наращивания. Здесь использовал все те же подручные средства из пластмассы. В данном случае это тубус от жидких гвоздей. Пластмасс легко режется, ему можно придать необходимую форму, временно приклеить на термоклей, после чего конструкцию зацементировать. Безусловно, пластик желательно вытягивать. Если конструкция будет из чистого цемента, либо раствора для плитки, как у меня, но если нет возможности доставать, накладывайте больший слой и армирование. Между вторым и третьим этажом сквозные отверстия. Сделано это для того, чтобы рыбы типа сомов поднимались вверх. Крышу сделал из кусочков дикаря. Она играет больше декоративную роль. Просто наколол камушков, посадил на раствор. Перейдем к левой части. Здесь вы видите ступеньки, которые предварительно вырезал в пенопласте и залил цементом. Далее в интерьере решил расположить распространенный вариант арки. Рыбы любят плавать между арочками, все их действия отлично просматриваются и конструкция такая смотрится шикарно. Арки составил из гальки, между собой камни промазывал раствором. Были опасения, что она завалится. Для этого обильно промазывал все щели, а также арка получила упор на стену правой части замка. Если получается не очень аккуратно, не переживайте, в дальнейшем это будет смотреться очень хорошо в аквариуме. Самое главное сделать хороший сцеп, чтобы в дальнейшем ничего не развалилось. Конечно, на будущую данную конструкцию поднимать за слабое место не стоит. Если придерживаться этих правил, вся конструкция будет держаться и никуда не денется. Воды цемент, как мы знаем, совершенно не боится, наоборот становится более мощным. На втором этаже добавил кое-где гальки, ракушек, замазал раствором, сделал 2 отверстия с лицевой стороны и сбоку. Предполагалось, что будет заходить сюда разная рыба, но как в дальнейшем практика показала, облюбовали место самы, так как здесь темно, ближе к верху аквариума. Также решил сделать козырек для красоты, но в дальнейшем данный этаж облюбовали самы, а козырек дает ту самую темноту, которую любят самы. На заключение пентхаус. Его сделал из дикаря просто для красоты. Но как оказалось позже, данный этаж практически над водой очень даже пригодился. В нем прячутся маленькие рыбы типа гупиков, так как барбусы на них охотятся, а также детки улиток. Для них здесь безопасно, ближе к поверхности воды. А зелень маскирует от человека
человеческих глаз и рук. Но об этом чуть позже. А пока перейдем к варке замка. Варю замок из цемента по 3 важным причинам. Дезинфекция, для того, чтобы удалить лишнее, что могло попасть на поверхность замка. Второе, проверка цемента на прочность. Если где-то пойдут трещины, значит данное место довольно слабое, и его стоит укрепить или подмазать. Третье, самое главное, назовем это так, закалка цемента, ну или цементного раствора. Для того, чтобы цемент окреп, нужно около 2 недель. Чтобы этот процесс ускорить, цемент обдают горячим паром, либо варят на плите. Конечно же, 2 недели я выдержал, но прокипятить все-таки я должен был. Взял кастрюлю, на дно желательно положить тряпочку или досточки, поставил замок, залил водой. К сожалению, кастрюля не полностью покрывала замок, что возможно в дальнейшем сыграло не очень хорошую роль. В одном из мест пошла трещина, скорее всего из-за перепада температур. Сверху прохладно, внизу кипит. Видно, как бульбочки поднимаются с низов. Цемент дышит. Весь процесс варки занимает около получаса. Можно и больше, но я не вижу смысла. За полчаса все успевает прокипятиться, продезинфицироваться. Если проявятся какие-то дефекты, сразу же увидим. Так как верхние этажи не находятся в воде, взял стаканчик, обливаю кипяточком. С правой стороны, к сожалению, пошла трещина. Ее в дальнейшем я замазал и наложил сеточку. Почему же треснула именно здесь? Первое, это из-за того, что внутри пластмасс, плохой сцеп цемента с данным материалом. Второе, из-за разности температуры при кипячении. После того, как прокипятил замок, слил воду, поставил замок сушиться. Перепад температуры не должен быть большой, так как трещины могут появиться еще где-нибудь. Как видно по видео, все в порядке. Цемент на ощупь стал более прочным. Высохнет, еще более окрепнет. Кстати, из цемента можно делать все что угодно. Материал не очень комфортный для строительства, но прочный, если приноровиться, с ним можно с легкостью работать. Вот, например, сделал бидончик, в который будет вставляться растительность. А также можно его покрасить акриловой краской. В общем, вышло прикольно. А вы как считаете? Напишите в комментариях, вам нравится? Ну что ж, вот и все. Настало время испробовать наш замок. Опустим его в аквариум. У меня он на 20 литров, круглый. Пол устелил камнями, вокруг рассадил зелень, добавил декора замку зелеными сочными кустиками. Запустил барбусов, они были в шоке. Дрались, делили место, все им было любопытно. Пещера, к сожалению, которую строил для самов, почему-то им не очень понравилась. Периодически заплывали, но быстро оттуда выплывали. Чаще всего туда заходят улитки. В пентхаусе поселился гупик. Тут его барбусы точно не достанут. В дальнейшем у меня разрослась пистия, которая полностью скрывала рыбку. Большие улитки также любят подняться на этот этаж. Возможно, в дальнейшем они смогут отложить икру, так как здесь и вода рядом, и есть суша, которая необходима для малышек. Еще один интересный момент произошел. Частое явление. Купил зелень и с ней занес икру улиток вида, которого у меня не было. Они были до того крошечные, что поначалу даже не замечал. Но однажды, когда чистил крышу замка, заметил. Начал за ними ухаживать, подкармливать и следить. Растут они довольно быстро. Если знаете название улиток, напишите, пожалуйста, в комментариях. Красивые такие, пятнистые, спиралевидные. В общем, пока они не выросли, прятались на данном этаже. Соседом их ним был гупик. В общем, всем моим подводным зверям понравилось. Ну и мне приятно наблюдать за всем процессом. В дальнейшем планирую сделать еще один замок с колоннами и с парком. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Будет еще один интересный вариант. На этом видео подходит к концу. Спасибо, что досмотрели до конца. Пока-пока.